Новый Мерседес, теперь катает меня. Новый Мерседес, не буду ярче сиять. Мне нужно забрать стек, я не могу. Всем доброго времени суток, это гайд о том, как быстро и эффективно фармить гемы в Pet Simulator 99. И предлагаю не медлить и начинать видео. Дабы было очень просто ориентироваться по способам фарма, видео будет поделено на эпизоды, чтобы вам проще было понимать и возможно пересматривать способы фарма. Итак, начнем. Первый способ. Как ни странно, первый способ заключается в фарма-гемах на локациях. Способ, наверное, не относится к випке, ведь там и так всем очевидно, что фармить почти лучше всего. Итак, есть локации, где спавнится больше всего гемов. Если оценивать по фарму гемов без книг, то 53-я локация. Как я заметил, именно в 53-й локации больше всего спавнятся гемы. Там выходит у меня около 18 тысяч гемов в 30 минут. Если добавить книги на гемы, к примеру, первую книгу 4 уровня и 2 3-го, то выходит уже 28к гемов за 30 минут. Не особо меняет ситуацию, но всяко лучше получать на 10к больше гемов только с одной локации. Второй способ. Это из прошлого обновления, в котором добавили фермы. Пока что те растения, что я видел, это зелья, монеты и гемы. Суть способа проста, вы покупаете за гемы растений и закидываете их в горшок. Там нужно ждать определенное время на их рост, но это можно ускорить при помощи поливалки. За это все накидывают так, что ты окупаешь росток. То есть монет дают много, зельев тоже, и гемов очевидно также. В любом случае ты окупаешь росток. С ростка на гемы без книг ты получаешь от 11 тысяч до 12 тысяч за росток. Это его окупает, даже если ты покупаешь один росток за 1600. Ведь таким способом можно получать около 120 тысяч гемов. Но можно и больше, в зависимости от уровня в магазине и частоты появления таких семян. Третий способ. Я думаю, никого не удивит тот факт, что это трейдинг плаза. Этот способ просто невозможно не упомянуть, ведь это один из эффективных способов. Вы можете продавать пэтов с самых последних локаций. Можете продавать что угодно, само собой за адекватные цены. Не стоит делать бешеный оверпрайс, ведь это никто не купит. Этот способ детально вряд ли стоит объяснять, ведь и так 90% игроков знают, как это работает. Но вкратце, то можно окупиться даже не фармя ничего, просто перекупать предметы у других. Как пример, в магазине самого симулятора можно купить кусок ключа. Чаще всего он стоит 800, а продать ты его можешь за 9 или 10 тысяч на трейдинг плазе. Итог, ты продаешь его почти в 10 раз дороже. Итог, фарм из ничего. Четвертый способ. Это тоже никак не удивительный способ, ведь это скам. Детально тут даже объяснять нечего. Ты ставишь предмет за 1-10 гемов, и потом, когда чел покупает предмет или пэта, но покупает именно на автомате, то есть постоянно сразу его скупает, то ставишь цену в зависимости от того, какая она была. Если 10 гемов, то можешь поставить 10 тысяч гемов. Если было 100 гемов, то можешь поставить 100 тысяч. В зависимости от того, сколько у чела гемов и сколько у вас нулей. Допустим, у вас цена была 10 гемов. Вы можете поставить 10к гемов, и возможно чел не увидит лишние нули и купит предмет или пэта. Вот и вся суть скама. На этом все, это все способы, что я знаю, и почти все способы, что я лично использую. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, надеюсь, оно вам понравилось и вы поставите лайк. А также подпишитесь на мой канал, ведь мне очень хочется добить 2000 подписчиков до Нового года. Мне правда очень важен мой канал и актив. А также подпишитесь на мой телеграм-канал, заходите на мой дискорд сервер, заходите в мою группу в ВК и фолловайтесь на мой твич. Все ссылки в описании. И всем пока.